На пик Малыш, наверное, поднялись уже все, кто слышал о нем, кто хотел подняться на него. И только мы ни разу не были. Сегодня идем первый раз. Но как это ни парадоксально звучит, я уже был на нем и не один раз. И было это 40 с лишним лет назад. Просто в то время он ни на картах не был обозначен. И я не слышал об этом названии ничего. По-моему, он так и не назывался. Маршрут на пик Малыш по конфигурации прост. Сначала от Шимбулака или от конца асфальта выше Шимбулака надо дойти до плато Манжелка. Затем, поднявшись по серпантину почти до Туиксу, это примерно 7 километров пути, на беседке свернуть направо и по восточному гребню, пройдя оставшиеся 2 км, а всего около 9, подняться на пик Малыш. Плато Манжелка. Интересное наблюдение. Неделю назад мы дошли за 1:50. И сегодня 1:50. Ровно. Но в прошлый раз у нас были тяжелые рюкзаки, а сегодня легкие. Я думал, мы быстрее дойдем. Ну ладно. На этой неделе выпал снег. Сегодня, когда вышли из такси, был 1 градус на конце асфальта. Здесь уже есть минус небольшой. А вот впервые показался пик Малыш. Это белая шапка, белоснежная. Еще так далеко до него. Лезть по гребню еще. Беседка. Там у нас был привал, перекус. Дальше ледник Туиксу. Тэшка. А это подъем на пик Малыш. Это, конечно, не он сам еще. Вон она, Тэшка, внизу. Когда-то здесь жизнь кипела. Ну, глицеологическая станция как работала и работает, но вот эти все бочки, домики были заняты альпинистами со всего Советского Союза. Приезжали, организованно восходили. Также в 80-е годы в летний период на Туиксу базировались казахстанские прыгуны с трамплина. На леднике использовались небольшие трамплинчики для отработки отталкивания и приземления. Тренировки на льду позволили алматинским прыгунам улучшить результаты на международной арене. Виден пик Титова. Первый жандарм. Сейчас его будем обходить справа. Спасибо тем, кто сегодня пошел первыми, протоптали тропу. То было бы намного тяжелее и сложнее идти бы. Виден еще далеко наш пик. А я когда в 80-е годы ходил, я вот здесь поднимался. Вот так. Можно сказать, обходя эти скалы. Чуть-чуть потеряли высоту. И впереди опять крутой подъем и обход жандарма. Крест стоит на вершинке. Но это не Малыш. Нам еще вперед. Уже виден перевал Молодежный, который 1Б. А вон и наш Малыш. Выглядит очень даже презентабельно, привлекательно, мило. Впереди перевалы Молодежный, 1Б
и Молодежный Северный. Ну и, конечно, сама гора. Через Молодежный Северный я не раз переваливал в ущелье Кумбельсу. Здесь неприятный участок такой. Каменюки все подвижные такие. Еще немножко снегом привалило. И можно провалиться где-то в дырку. Или палку сломать. Но ничего, все такое проходимое, пешеходное. Не альпинистское, конечно. Внизу хорошо видна станция ТОЭКСУ-1 и оба озера под Молодежкой. Как красиво сегодня. Впрочем, как и всегда. Но сегодня по-особенному. Из-за свежевыпавшего снега. Ну что, наша гора совсем близко. Видна группа, которая, по-моему, и торила тропу, которой мы очень благодарны. Но мы так от них на таком расстоянии держимся. С такой же скоростью идем. Красиво. Подошли под саму вершину. Считанные метры. По вертикали метров 30-40 осталось. Мы почти сделали это. Вот тут даже скамейка. Здрасте. Пик Малыш. 3820 метров. У нас показало 3835 метров. Здесь народу как на Фурмановке. Да, уже. Когда-то не было никого. Поднялись за 5 часов 50. Да, 55 минут. Расстояние. Да, около 9 километров. Ну так, довольно-таки тяжело. Но нам очень понравилось. Это вид в сторону ущелья Кумбельсу. Также видна космостанция, Гаиш. Красота. Это Молодежка. Партизан. Орджоникидзе, Иглы, ТОЭКСУ. Это наш путь подъема по этому изрезанному гребню. Да, многие люди пойдут в сторону водолаза, космонавта, до Титова траверсировать гребень и потом будут спускаться в сторону перевала Титова. Ну это классно, но мы не пойдем. Если бы я был один, может и пошел бы. Все. Мы остались одни на вершине. Здесь так холодно. Это панорама. Красотень. Уже зима настоящая. Очень красиво. Здесь Молодежка просто царица. Господствует. Я ж когда мы внизу шли, сказал, что это такая приятная, дружелюбная вершина. И да, здесь стоит скамейка. Очень уютно, здесь хорошо. Всем советую посетить это место.
Котешка и Маренные озера. Ох, и устали мы. Наконец-то спустились в беседку. Где-то 2:30. К 2 не успели. И у нас обед. Очень долгожданный. Сэндвичи с курицей и с колбасой. Бутерброды с маринованными баклажанами. И перцем. И перцем. И печеньки К чаю. к чаю. Приятного аппетита всем, кто сейчас обедает. Пообедали. Спускаемся по пути подъема. Очень довольны. Прощальный взгляд. До свидания, Туиксу. Поход на пик Малыш — это просто замечательный маршрут. Но надо учитывать, что он не такой уж короткий. Около 9 километров от конца асфальта, а от Шимбулака будет и все 10. Поэтому это надо обязательно учитывать. Плюс набор высоты около 1500 метров. Так что если не ходили еще и пойдете, то обязательно учитывайте физическую форму, акклиматизацию. Надо иметь хотя бы среднюю физическую форму горную и акклиматизацию. Тоже на 3300, 3500. Мы неделю назад сходили же на озера Титова, на перевал Титова. Провели ночевку на 3300, поднялись на 3600. Сегодня нам это облегчило. Такие несколько советов тем, кто не ходил еще, но собирается.